Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Играю сегодня эту игру я вместе с Марком, и я хочу вам продемонстрировать один супер имбовый предмет. Это предмет второго тира, щиточек. Щиток, который дает чуть ли вам не каждый раунд стак плюс 1 брони. Хочу я, конечно, его реализовать под воинами, но посмотрим, как оно пойдет. И я очень надеюсь, что сейчас он упадет у меня на третьем раунде, а я не буду его целенаправленно еще пытаться искать. Также здесь есть две реликвии, которые я хотел бы заобузить и выполнить наконец-то челлендж от своего подписчика под псевдонимом Беннисон. Но что-то у меня не складывается с этим хаотичным договором плюс отмоткой времени. Это какой-то бред, если честно. Потому что мне уже, если честно, самому задолбалось пытаться его хоть каким-то образом выполнить. Но имеем то, что имеем. Так, кливер выпал. Возможно, мне сейчас пандочка выпадет. Возможно, вообще на пандах поиграю. Короче, перед тем, как начнем полностью погружаться в эту нашу скиллозависимую, любимую нашу всеми игру авточес, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Но, а если можете стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Хочу сразу выразить огромную благодарность подписчикам за то, что сделали огромнейший фидбэк насчет звука и тому подобное. Ну, как я, в принципе, и думал, что это все-таки моя паранойя, а не в действительности тихий там звук микрофона, звук игры. Поэтому огромнейшее вам спасибо за фидбэк. Вот. По поводу дюка. Тут мне писали в комментариях, и я хочу, скажем так, проговорить этот момент в ролике, чтобы вы тоже знали. В общем, если вы возьмете, прокликаете все синергии, и там появится дюк, это значит, что, соответственно, в игре он будет. Тоже имейте это в виду. Такой небольшой лайфхак, может кому-то он пригодится и поможет там в своей конечной сборке. Вот и все. Ну и, в принципе, ребят, кто пропустил мои стримы, не беда. Во вкладке сообщества есть... во вкладке сообщества. Во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов, поэтому можете, соответственно, посмотреть записи моих стримов, кто вдруг пропустил. Так, я хочу, наверное, рискнуть. А вдруг? О, не, ну это жир. Не, ну это жир. Разработчики, как обычно, забили на любую локализацию. Теперь локализация полностью на английском языке у них будет выходить. На другом языке не будет, как я понял. Ну, что мы ожидали от маленькой инди-компании, правильно? Ля! Ля, ты шо наш... Короче, ребят, план отменяется. На войнах играть мы не будем. На войнах мы играть не будем. Как вы поняли, раз мне пришла ранняя легионка. Я надеюсь, что я буду выигрывать, конечно, эти раунды. И, соответственно, я буду получать стаки на свою пассивочку. И я надеюсь, что у меня получится пообузить эту легионку. Короче... Будем творить контент. Все, берем 7 уровень, на 7 начинаем ролиться, находить легионку в 3 звезды и будем стакать ей щит. Сделаем такую легионку невменяемую, что просто закачаешься. Не знаю, сейчас какой талант возьму. Я пока попридержу его немножко. Потому что, ну мало ли, стол у меня вообще, если откровенно говорить честно, он не сильный. Если бы там на 3-м раунде мне пришла бы легионка, я бы пару раундов уже выиграл, то я бы сказал, что стол у меня сильный, потому что легионка порежет, нечего делать. Ну и это, соответственно, намек на то, что мне легионка рано пришла, значит, что правильно, значит легионочку надо реализовывать. Как раз я давным-давно хотел эту легионку реализовать, и с новым щитом 5-го тира, ну как новым, старым щитом 5-го тира, я считаю, что это будет просто неубиваемая имба, которую, ну, хрен пробьешь вообще в жизни. Поэтому берем щит 2-го тира, берем, соответственно, щит 5-го тира и делаем лютую имбу. Все. 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 Ладно, возможно, я сделаю рыцаря троллей. Хотя нет, что возможно? Надо делать рыцаря троллей. Там уже будем отталкиваться от ситуации, соответственно. Ну, кстати, не знаю почему, но не всегда ты получаешь стак брони на этот щит 2-го тира. Почему? Без понятия, если честно. Может, оно так и должно быть, но просто, понимаете, когда только они выпустили этот щит обновленный, ты каждый раунд стакал вот этот вот стак щита, стак брони. И в чем суть вот этого вот щита 2-го тира, вы спросите, да? На самом деле,
Это щит второго тира неимоверная имба. Да, ну, можно, конечно, сказать, что ты возьмешь там перчатку пятого тира, и ты полностью всю эту броню будешь нивелировать, аннигилировать и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Да, вы будете правы в этом плане. Но просто вдумайтесь на секунду, а вдруг вам не падает щит. Блин. Вдруг вам не падает перчатка пятого тира, да? И вы, соответственно, не можете никак стаки эти набить. Ой, сбить эти стаки. То, соответственно, это будет очень жестко. Особенно под воинами, когда ты будешь до хренища урона возвращать за счет брони. Я извиняюсь, что у меня такие, знаете, сумбурные мысли, потому что я сейчас пытаюсь подумать свои дальнейшие действия, как лучше поступить, чтобы усилить свой стол. Ну, короче, вы поняли. Но стол я никак не усилю, и, к сожалению, стаки на пассивку набивать я сейчас не буду. Но я очень надеюсь, что щит начнет уже стакать нормально, потому что, ну, уже сколько раундов прошло, а еще стаков не появилось. Это бредятина, конечно. Ну, короче, суть в чем. Если вам падает щит второго тира на третьем раунде, вам падает Хускар, Легионка, ну, короче, хороший, сильный керри, которого в дальнейшем можно будет пообузить, вот как Легионка, то, соответственно, с этим щитом второго тира вы будете неубиваемы. Суть в том, что за 30 плюс раундов вы будете иметь приблизительно 30 стаков брони. То есть этот предмет дает наибольшее количество брони. И почему я говорю, что под воинов это прям лютейшая имба? Потому что воины возвращают 170% чистого урона в зависимости от своей брони. Плюс они броню удваивают, если у тебя меньше 50% здоровья. Да, броня вся эта контрится одной перчаткой пятого тира, но, ребятки, перчатку пятого тира нужно найти. Не нашел перчатку пятого тира, но милости прошу к нашему шалашу, будешь болтов на 28 лутать по полной программе весь рот. Поэтому такой вот моментик. И это на самом деле реально жестко. Да слишком имбовый щит. Поэтому если вам он рано упал, и упал Хускар, либо Джиггернаут, то вы можете его обузить по полной программе, собирать воинов и быть уверены в том, что, скорее всего, вы всех будете выносить. Не, по-любому в игре найдутся скилловички, которые с одного раза найдут себе перчатку там пятого тира, полностью вас законтрят. Но для этого у вас будет вторая имба. Это щит пятого тира. Кто вдруг не в курсе? Ну, я думаю, уже все в курсе, потому что я так пропиарил этот щит пятого тира, как только мог. Ну, да, антимаг, окей. Но зато баночка хоть 6 хп восстановила. Так вот, щит пятого тира, что он сейчас делает? Он возвращает любой нанесенный по вам урон, кроме дебафов с предмета и урон с предметов, соответственно. То есть там станы всякие, думы и тому подобное, шансы 50% с помощью щита пятого тира могут легко вернуться. Это очень жестко. Не знаю, зачем разработчики это сделали, но вы просто вдумайтесь. В вашей легионке не надо, по сути, предметы на урон. Ей нужны предметы на плотность. И вот вы берете щит пятого тира, берете щит второго тира, просто собираете легионку максимально в жир и всех сносите. Без шансов, без смс и регистрации. Я, кстати, поставлю, наверное, 4 рыцаря, мне кажется, так будет намного лучше. При том, что у моего противника есть антимаг, не будем, скажем так, давать ему лафу, чтобы он мог ману высасывать и взрывать всех моих героев. У меня будет сейчас целых 4 героя без маны, вот приколим антимага немножечко. Надеюсь, что еще легионка довольно-таки быстро придет мне в апгрейде. Я надеюсь, что мне сейчас выпадет хорошая реликвия, которую я смогу заабузить. Например, хаотичный договор плюс отмотка времени. Надеюсь. Надеюсь и жду. Так вот, вы спросите, а какие же предметы нужны на легионку, чтобы ее прям отлично реализовать? Ну, как я сказал ранее, нужны предметы на плотность. Прям на хорошую плотность. О, гнездо Маморы. Я беру гнездо Маморы, сейчас найду другую легионку, засуну легионку, соберу ее в 2 звезды. Но я не буду пытаться собирать ее в 3 звезды по той лишь причине, что если вы перекинете этот щит второго тира в какого-либо другого героя, в котором изначально не было этого щита второго тира, то вы потеряете настаканные стаки в этом герое. Поэтому важно держать в этом герое доталово этот щит второго тира, чтобы стакать максимальное количество брони. Поэтому я сейчас найду еще одну легионку, закину ее в Мамору, а эту легионку надо апнуть в 2 звезды. Вот. И в будущем хочу еще пообузить легионку. Кто вдруг не знает, если вы поставите 2 легионки, они будут выигрывать раунды и переживать, они будут настакивать себе пассивку. А когда вы ее апнете, то эта пассивка соединится в одного героя, и вы просто будете кайфовать. Так что имейте это в виду, кто вдруг не знал. Не, на Эвенстрик не заберу тут. Тут у ребят слишком сильный стол. Рыцари в текущем патче поднерфили.
Они теперь не имеют хп-реген, когда активируется синергия рыцарей. Да не. Что, серьезно? Что, серьезно? Плюс винстрик. Сюда на базу. Вот это мне нравится. Единственный минус это то, что легионка у меня сдохла. Печально. Я на 7-м уровне буду ролиться. Сразу говорю. Вот буду ролиться, потому что нужно будет находить легионку в 3 звезды. Я хочу максимально быстро ее найти в 3 звезды. Для этого Мамору еще и взял сверху. В общем, какие предметы нужны на легионку? В моем понимании, ей предметы нужны тупо на плотность. И желательно, чтобы она выигрывала раунды. Поэтому начну с первого тира. Первый тир. Что мы хотим видеть на легионке? Броня плюс 5, хп плюс 300, медальон, шляпа. Это, соответственно, если против вас есть магический прокаст. Поэтому медальон плюс шляпу можно взять. Броня плюс 5 тоже будет хорошо, потому что легионка, по факту, она не плотная без синергии рыцарей. У нее не так много брони. Вот. Минус броня. И, соответственно, палка первого тира тоже хорошо и будет заходить. Ну, можете еще, конечно, сломанный меч закинуть. Это уже как бы на свое усмотрение. Сюда легионочку. Отлично. Вот. Потом, из второго тира. Естественно, щит второго тира вот этот мы берем. Мы хотим его видеть. Но если вдруг не упало, то альтернативы это молнии второго тира, маска берсерка, мом, который дает скорость атаки и отхил. Можно, конечно, бусы закинуть еще тоже на отхил. Хоть ее пассивка и хилит, но он лишним отхил не будет никогда. И медальон второго тира, который возвращает нанесенный по вам урон в виде 50% в эквиваленте чистого урона. Ёб твою медь, еле выговорил. Жесть. Да. То есть, ну, короче, вы поняли. Плюс 5 брони дает. Можно, конечно, собрать легионку еще и через кулон плюс посох третьего тира. И это не будет ошибкой, потому что у легионки не нормированный урон. То есть вы ее можете безгранично усиливать. То есть каждый раунд вы можете ее усиливать, 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 усиливать и усиливать. То есть чем больше она выигрывает, тем больше урона вы получаете за каждый раунд. То есть вообще по кайфу. В 3 звезды собрали, за каждый побежденный раунд и выжившие легионки вы получаете 25 урона. Кайф? Кайф. Поэтому имейте это в виду. Из третьего тира. Ну, за кулон вы поняли. Кулон плюс посох, а дальше уже по накатанной. Полностью в жир мы ее собираем. Из третьего тира. Наследие Духа Огня. Вообще шикарный предмет под легионку, потому что вы часто хотите, чтобы она переживала, и, соответственно, когда она будет переживать, она будет получать свои стаки. Ну и, соответственно, попробуйте убить легионку, у которой там 600 урона на стак, на 2 раза подряд. С наследием. Ну, такое. Неприятненько, скажем так. Поэтому наследие Духа Огня мы хотим. Если кулон есть посох третьего тира, тоже хотим. Дальше. Мифриловый доспех. Если у противника есть обезоружие, либо хекс, мифриловый доспех обязательно нужен. Потому что, ну, у легионки будет дохренища урона, она будет самый дамажный персонаж в игре у вас. Ай-яй-яй, я думал, я винстрик у него заберу. Но не тут-то было. Но не тут-то было. Яйца. О, ну это хорошо. Я теперь надеюсь, что мне легионка будет идти. Может, чуть-чуть подролиться и попробовать найти легионку? Вообще, я хочу поставить, если что, 6 рыцарей. 100% это надо будет сделать. Так будет намного профитнее, нежели сидеть в 4 троллях. А, там уже инсект на первом месте собирается. Абрыганты чертов. Просто инсектоид. Фу. Ну что, ребятки. Не, на самом деле это плохо, то, что инсек собирается, потому что если будет он на жестком темпе, то я, возможно, не смогу затащить этого инсека. Но, в принципе, поставлю гритеров и иди сюда, инсек, я тебе жопу разорву. Понял? Ну, готовься. Брей ноги, я в дороге, как говорится. Я сейчас еще... Ты еще не понял, какую имбу я буду собирать. Готовься. Вот. Что дальше из третьего тира хорошо? Очищающая сфера. Имба. Ну... Дальше нужно вот в действительности по ситуации думать. То, какие предметы вам реально необходимы. Опа, сюда. Да блин, ну где же моя легионка? Алло. Ну игра угорает. Серьезно. Надо легионку второго уровня ставить. Ну дай одну, пожалуйста. Одну. Бабка пришла.
Are we playing the empty city strategy today? Whisper Seer said, my fate is sealed with snake venom. I give you my На one последние life, 2 монетки one мне shot, пришла more легионка. powerful Какой than же 1,000 это soldiers. кринж. Какой же это кринж, ребята. Это кринж полнее. Ну это... Ой, ладно. Ой, ладно, короче. Шапка пойдет на магическое сопротивление. Можно было бы, конечно, хп плюс 300 взять, но и так сойдет. Ну как же она мне 5-ю точку сейчас поджила, эта легионка? Просто на последние деньги с Рояса... Ой. А, так тут легионка уже щит 5-го тира нашла. Ни хрена себе. Вот это плохо. Вот это плохо. Кстати, вдруг чего, то щит 5-го тира против легионки тоже отменный предмет. То есть, если против вас жирная легионка, находите щит 5-го тира, и тот урон, который имеет легионка, он вернется. Прикиньте, у вас там тычка 2000, вы просто можете вернуть себе 2000 урона в виде чистого с помощью этого щита 5-го тира. Ну, классный щит 5-го тира, вопросов не имеем, как бы, да. Чел уже фулл инсеки поставил. Жесть. Ладно, не об этом речь. Из 3-го тира, еще раз, можно, ну, тут двойные клыки я по-любому буду искать, потому что инсек, надо искать двойные клыки будут. Мифриловый доспех вы поняли, скорость атаки вы поняли, то есть, в принципе, можно ауру взять на скорость атаки, это лишним не будет. Но лучше всего очищающая сфера будет, она намного профитнее, против большинства сборок работает вообще шикарно, поэтому смотрите сами, что вам надо будет брать. Гиперстон тоже классный предмет, который дает 50% скорости атаки. То есть, суть в чем? Вы собираете легионку полностью в жир. Но есть такие моменты, когда вам нужно чуть-чуть будет скорость атаки. То есть, когда у вас, допустим, против вас сильный магический прокаст, то вам нужно немножко скорости атаки будет добавить. И, соответственно, поэтому нужны будут вам предметы на скорость атаки. Поэтому вот. Отталкивайтесь от ситуации по игре. Наследие Духа Огня тоже мы берем. Шар бездны, если против магов, мы берем. Кстати, забыл сказать, предмет 2-го тира, плащ-пальто, чтобы тебя никто не... Ну, вы поняли. Тоже хороший предмет, если против магии. 4-й тир. В 4-м тире все просто. Мы хотим МКБ, мы хотим БФ и мы хотим БКБ. Все. МКБ это, соответственно, даст вам гарантию попаданий, плюс скорость атаки против всяких там паучих, как вот в данном случае у меня в этой игре будут. Вообще шикарно будет заходить. Поэтому хотим МКБ. БФ, соответственно, даст массовый урон. Плюс винстрик сюда, спасибо. Сюда. БФ даст вам массовый урон, а так как у вас его до хрена, будет все шикарно. Ну, БКБ это если вы будете играть условно там против, ну не на гритерах, а будете играть на какой-то другой сборке, там, не знаю, условно, вот рыцари плюс тролли. Допустим, вы играете на такой сборке, и вот эти вот 5 секунд, которые вы будете находиться в БКБ, даст вам подышать, от всякого контроля отдышаться, не почувствовать на себе хекс, безоружие и т.д. и т.п. Ну, тут вы поняли. Тут, я думаю, сами понимаете. В 5-м тире мы обязательно берем щит 5-го тира. Это 100% нам надо. Бессмертие тоже мы берем. Маску тоже мы берем, потому что дает плотность. Молнии по обстоятельствам. Если надо, берем. Если не надо, не берем. Ну, и если вы там полностью в жир собрались, уверены в своем столе, можно брать рапиру. Чтобы вот прям кайфануть. Просто взять рапиру и сломать всем табло. Четко. Вот. Ну, в принципе, все так по предметам. Больше как бы добавить-то и нечего. Просто реально смотрите на ситуацию в игре. Нету такой гарантии, что вы возьмете конкретные предметы и 100% вы будете себя отменно чувствовать. Кстати, на стаков всего лишь 10 стаков, это очень мало. 10 стаков на щите это реально мало. У меня было на такой стадии 15-17 стаков. Поэтому сейчас как-то щит плохо работает. Скорее всего, они там его скрытно поднерфили. И об этом не написали ни в каком ченджлоге. Ну, короче. Вот так вот. Давай мне хорошую реликвию. Не откажусь от хаотичного договора. Давай мне, пожалуйста. Пока я тут пытаюсь найти легионку, ребята там уже находят во всю себе легендарочки. Это жир.
Мастерская бума, берем. Яйцо, отлично. Еще и ДК пришел. Вообще прекрасно. Мне одну легионочку нужно. Может полностью сролиться и попробовать легионку себе в 3 звезды сразу собрать? Рискнем? Поехали. Давай, пожалуйста, бог рандома. Давай, ну одну легионочку. Ну дай мне, пожалуйста. Ну бог рандома. Ну не издевайся надо мной. Давай не будем друг другу день портить, а, пожалуйста. Какой бред. Какой же это бред? Кому сказать? Ржать будут. Ой. Ну ладно. Ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Пока все хорошо. ХПшка есть, денег, правда, нет. Ну ничего, сейчас накопим, сейчас снова сролим. Но это чисто из-за того, что тут тоже есть какие-то ребята, которые тыкают мою легионку. Алло. Какого хрена, спрашивается? Он как щит 5-го тира меня душит. Да. Ну благо хотя бы. Урона у меня до хрена. Так, Чилу там сбили винстрик. Он на магах, кстати, будет играть. Пожалуйста. Ну. Какая же ты мерзость. 150 и 75 урона. Соединю их, и получится у меня дохренища урона. 225, спасибочки. Не, ну уже более-менее хорошо. Жалко, конечно, что легионка в предыдущем раунде сдохла, ну ничего. Марка там вообще 12 хп. Марка игра не задалась. Ладно. Будет классно, если у меня получится винстрик продержать до 30-го раунда. Может там мне хотя бы хаотичный договор выпадет, и на 40-м выпадет отмотка времени. Я думаю, хрен мне, а не отмотка времени. Так, Марк. Кстати, под Святым Граалем я заметил одну такую вот хрень. То, что видите, как у меня передвигается сейчас легионка быстро. Вот Квапа в меня плюет, но под Святым Граалем у меня почему-то... Ром минус 13 дал. Прости, Марк. Прости меня, пожалуйста, Марк. Я не хотел, честно говорю. Ой, боже. Вот. Под Святым Граалем почему-то герои под фиром и под всякой этой такой хренью нереально быстро двигаются. Также это касается и других предметов, которые типа аурные. Там типа арканцы, вот это вот предмет на скорость атаки. Почему-то они реально очень быстро передвигаются. С чем связано, хрен его знает. Не знаю, баг это или фича. Без понятия. Вот так. Что-то там в комментариях еще что-то такое писали мне. Если честно, сейчас не могу прям так вспомнить, потому что из головы вылетело. С таким чудесным приходом легионочки. А, скоро месяц подходит к концу. Надо будет, ну, месяц имею в виду, когда у меня доска появилась другая. Надо будет немножечко обновить свой интерфейс. Там горный вождь, 2 звезды. На самом деле, я больше всего опасаюсь вот этого вот инсека. У него хп до хрена. Очень много хп. У него еще кабанчики там. Да ты шо, ну, там будет жестко. Я надеюсь, что мы сможем его быстренько все вынести. Так, идет. Усик. Я готов эту игру сейчас разорвать. Дай хотя бы яйцо одно мне. По-братски. $90 урона, кстати, у второй легионки уже. Плохо то, что там Кирасу нашли. Это как бы, ну, как бы не то, что прям жесткая проблема, но все равно проблема. Гребаный инсек. Чтоб ты горел в аду. Я знаю, что я добрый. На самом деле, патч тупо сделали под инсеков. Такой бред.
Давай, 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 легионочка, живи. Чисто со своей пассивочки отхиливается, что не в себя. Хорош, еще и 2 легионки пережили. Так, после этого раунда... Может, или сейчас рольнуться, или после этого раунда рольнуться. Талант на вампиризм берем, почему бы нет. Там уже у него куча тайдух. Плохо. У него тает 2 звезды, по сути. Да, это жестко. Ну ладно, от этого игра будет только интереснее, правильно ж? Потому что такой мерзкий противник, и из-за этого игра будет намного интереснее. Давай, давай, давай. Давай, двойные клыки мне сейчас выпадите. Мать насекомая, понял, это намек. Все, ребят, перестраиваюсь в инсектоидов быстренько. Скажем так, устроим равную баталию. Грязевые ванны. Хусик идет. Четко. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну дай. Слава яйцам. Охренеть не встать. Что мне пришло? Вот. Ребята, открываем шампусик. Открываем шампусик, будем праздновать. Классные предметы, все не надо. О, двойник. Вот это нам надо. 300 урона у меня. 330 урона, если что, держу в курсе. Так, я что-то могу переработать. Давай, щит 5 тира, пожалуйста. О май гадабл. Все. Так, ребят, мне пока что повезло по предметам. Они мерзкие. Ну, я еще буду жестче. Так, все, выходим в деньги. Идем в уровень. Надо будет брать 12-й. Надо МКБ будет искать, потому что там дюк гребаный. Да не имбовый щит 5 тира ни разу. Не имбовый, ребятки. Не имбовый. Не. Не. Ни грамма. Не пикайте щит 5 тира. Не надо. Не бусти имбу. Все легендарки уже были открыты. Ну, не знаю, там тогда хрена будет контроля у моих противников, что, если честно, я думаю, что мне нужно будет в гритеров перестроиться. Тут еще инвокеры, ёп. Инвокер, на самом деле, это опасно, потому что у инвокера есть способность, которая наносит чистый урон. Если там будет появляться куча инвокеров, там будет миллиард контроля, и если он там санстрайки накидает в легионку, она умрет сразу. Нужно МКБ, во-первых, найти. Нужно будет найти бессмертие и наследие духа огня. Таким образом я смогу переживать инсектоида перевоплощения. А бессмертие даст мне просто до хрена всего. Потому что в бессмертие будут бить, а соответственно будут триггерить пассивку легионки. Та ты шо. Кстати, это зверь. Ага, чё, как там дела? Бабка, конечно, минус армор дает. Ну как же мне насрать? На самом деле, не знаю, бабка 3-звездочная сможет пробить такую легионку? Я думаю, нет. Ну, по крайней мере, с щитом 5 тира точно нет. Чик-чик-чик. Спасибо за винстрик. О, клевер, отлично. 14 стаков всего лишь на щите, это плохо. Мало стаков, очень мало стаков. 9 магов. Вот это, кстати, неприятно, то, что 9 магов с тайдухой через драконий рог. Ну, я думаю, его инсек быстрее вынесет. Там инсек огромедный. Ну да. Инсек огромный, но еще не до конца. Ну, я думаю, в скором времени он станет еще больше. Да, контроль будет душить. Хоть у меня есть щит 5 тира, но он же не всегда будет срабатывать. Еще гриба... Да, надо гритеров искать.
По-любому надо гритеров искать. Жить! Санстрайком добил меня. Еще и винстрик забрал. Надо гритеры. Надо гритеры. Шарбез наберем. Как раз против мага отлично будет смотреться. Маг просто душный будет. Хоть его инсеки снесет очень быстро, но маг очень, очень душный будет. Сейчас на самом деле такая ситуация, то что я нереально плотный, и меня могут по сути законтрить только чистым уроном. Потому что у меня шарбезный, у меня куча брони, у меня щит 5-го тира. Имба? Естественно. Да, надо гритеров будет ставить. Без гритеров, скорее всего, меня здесь задушат. Там контроля до хренища. Зверь, здорово. Ну-ка, сейчас посмотрим, как зверь меня будет душить. А что так больно? Ладно, не больно. 750 урона. Вообще не чувствую зверя. Но на самом деле тут горный вождь ему руинит. Прям жестко руинит горный вождь. Блин, времени не хватит, чтобы его снести. Не хватило времени. И пассивку не стакнул. Обидненько. Обидненько. Ну ладненько. Ну зато зверь меня вообще не пробивает. Мне вообще пофиг на него. У меня столько брони, что он тупо это не пробивает. Я, кстати, больше, наверное, магического сопротивления закину против мага. Чтобы он меня не поддушил. Там темпларков 2 звезды. С башером 4-го тира. О, не. Мне здесь 100% нужно искать гритеров. Этот башер 4-го тира будет меня контрить по полной программе. Я напомню, что щит 5-го тира сейчас не возвращает ни урон, ни дебаф из предметов. Он возвращает только вот умения и урон с руки. Хаотичный договор, когда мне уже нахрен не нужен. Ну, кстати, двухсторонняя монета классная тема, но и кабанчики тоже неплохо будут. Ладно, возьму кабанчиков, вот так сделаю. Пока рыцаря оставлю. 5 кабанчиков пусть будет. 50 монет лишним вообще не будет. Или может все-таки гритеров взять, собирать, начать. ЦК. Блин, ну тогда я протупил. Ладно, давайте пока потерпим. Я думаю, я Бэйна смогу найти. Тем более мне нужно будет все равно демонов еще поискать. Надо Дума будет найти. Ну, либо Квапу, кстати. Дум плюс Квапа, вот так. 3-звездочная темпларка. Ну как же мне сейчас будет насрать. Не, сейчас я инсека вообще не чувствую. У меня столько брони много, что я тупо его не чувствую. Как же мне хочется его ласковым словом поназывать. Как же башер 4-го тира душит. Меня бесит этот баг отображения, то, что кабанчики не показывают, сколько они стоят. Бесит это баг отображения. Было же все прекрасно, нормально показывал. Почему сейчас вы поломали это? Интересно, через сколько времени они это пофиксят? Через 1000 лет? Кабанчиков придержу, я вообще хочу уровень разблокировать, потому что надо пойти в уровень будет.
Или может и реликвию яиц взять. Не знаю, пока что я не буду спешить с гридрами. Посмотрим, может реально будет 6 рыцарей, 6 троллей достаточно. Да не имбовый щит 5-го тира, не имбовый, просто 0 урона по легионке. Угу. Угу. Правда, Хекс долбанный задолбал, но это уже такое. Дело третье. О, нет. О, нет. Инвокер, кстати. Ну, я и говорил, что инвокер контрит жестко. Как же плевать. Реально, как же плевать. Да вы прикиньте, мне бы легионка на 3-м раунде выпала бы на мобов, я бы смог ее... И она быстро бы в 2 звезды пришла, я бы смог ее собрать там по 1000 урона уже на такой стадии игры. Да ты шо. Ранняя легионка. Щит 2-го тира. В 2 звезды легионка. Да. Не, если бы реально намного раньше собрал, то у меня было бы больше урона. А так, со слезами на глазах тупо нашел ее на 25-м плюс-минус. Но пока инсект слабоват. Пока что. Но когда он инвокеров поставит, вот это вот будет печально. Зверь с кольцом 4-го тира. И с молниями. Да он мне не пробьет. Чисто горный вождь бьет об пол и сам себя выносит. Мне нравится. Так, сустанчиков нету, теперь можно и автоатаку повозвращать. Что, опять ничья будет? А, нет, нормально, выиграл. А вы прикиньте, такое количество урона под посохом и под кулоном. А если там еще и стаки на посохе будут в огромном количестве? Ой-ой-ой. Ну, правда, эти стаки надо будет еще набить, но все же. Такое количество урона под кулоном плюс посохом, это будет эпично. Я думаю, зверь там тупо в шоке. 20 брони настакал с щита 2-го тира. Приятненько. Я, кстати, больше брони, наверное, закину. Вот так. Чтобы 100% инсект меня не пробивал, и зверь. Но инсект пока без инвокеров можно, в принципе, и пожить. Если бы у инсека были инвокеры, это было бы печально для меня. Двойные клыки, кстати, хорошо работают. Трита и духи. Там еще и чен, который спамит. Так, маг вынес зверя, хорошо. Не, ну надо, наверное, реально гритеров ставить, потому что это какой-то бред. Я тупо в стане стою, ничего не могу делать нормально. Ну и меня не убивают. Да. Да, это жестко. 20 стаков, хорошо. Ну хорошо, что инсект немножко тупит. Ну как немножко? Сильно тупит и не ставит инвокеров. За это тупо лайк ему. Дает мне подрасти. Не, на самом деле инвокер это будет опасная тема. Там он мне вообще дышать не даст. Во-первых, он своих форжей наспамит, которые по минус 5 брони дают за каждую тычку. Во-вторых, там контроля будет дохренища. Ветра, безоружие, чистый урон еще от санстрайков. Да ты шо. Щит 5-го тира, конечно, имба, но там санстрайки дамажат, будь здоров. И если эти 50% не прокнут, будет больно. Посох 3-го тира выпал. А где кулончик? Вот выпал бы мне кулончик. Что там? БФ! Да ты шо? Не, ну БФ это, конечно, песня. Надо бессмертие, либо маска. Маска. Берем.
чтобы 100% отхиливаться. Не знаю, может двойные клыки пока что брать? Я думаю, БФа мне хватит с головой. Сейчас протестируем. Типа двойные клыки идеально вообще смотрятся против инсека. Я думаю, БФа мне хватит с головой. Просто надо мага этого вынести, я тогда шарбезно могу скипнуть. Маг душный будет. Гребаный хекс, без руш. Жить. Да ну отпусти, не души. Отпусти. Опять хекс, опять обезруш. Еще и темпларка через кулончик. Но. Ну ты глянь. Не, надо грит расставить. I've been close to death. Fortunately, I've got revive tokens. The ancestors. Надо ставить гритером. Мы пока что идем в уровень. Пока что идем в уровень. Да, неприятно получилось. Ну ладно. Я думаю, маг его быстрее вынесет. Ой, инсек быстрее мага вынесет, чем я. А, самое главное сейчас очень много не получить в табло от инсека. Потому что, ну мало ли. Бэмс, хекс, обезруш. Дай подамажить. Дай побить. Ой, сейчас щит 5-го тира отлично возвращает, кстати. Ой, вот эти миссы, которые дюк накладывает, бесят. Щит рыцарей прокнул. Отпусти. Щит прокай. Ну. Боже, какая жесть. А меня еще и инсек вы... Охренеть. Там темпларка в 3 звезды собралась у него. А за что такая боль? И вообще, каким чудом он собрал темпларку в 3 звезды, если тут тип есть, который уже темпларку в 2 звезды собрал? Еще и Чен в 3 звезды, ни хрена себе. Да не, надо гритеров. По-любому гритеров. Без гритеров я здесь жить не буду. Изначальный план был 6 рыцарей, 6 троллей, но план откладывается на когда-нибудь. Хоть у меня щит 5-го тира есть, но зато сейчас щит 2-го тира бесполезен, по сути. Хотя не особо он-то и бесполезен, можно так сказать, потому что как-никак против других суммонов инсека нормально живу. Гриттер есть. Дюка поставим. Давай, Бэйн. Бэйн, братишка, давай. Отлично. Так, гриттеры есть. Теперь нужно 2 демона обязательно. Хусик идет, хорошо. Хусика мы в 3 звезды соберем, почему бы нет? Так, здорово. Чонти, как там дела? Что, на меня контроль сейчас работать не будет? Пообщаемся с тобой? Давай. А что такое, урона нету? Наверное, обидно, да? 4 темпларки чисто стоит, накидывает мне в лицо. Ага. Давай. Пока инсек не нашел себе инвокера, как же мне плевать. Ну и мага, естественно, еще на обед захаваю.
Вообще пофиг. Даже дверь открыта. Все, темпларку ваншотнул щитом 5-го тира. Красиво. Мне нравится. Так, думчик есть. Так. Сейчас раунд с мобами. Нужен ли мне огр вообще? Я думаю, огр не особо-то мне нужен. На всякий случай ставлю демонов. Ну, мало ли там он антимага поставит, чтобы он мне не заруинил гритеров. Потому что если гритеров заруинит, будет печально. Так, двойные клыки передаем сейчас легионке. Сейчас будем шинковать овощей. Если что, это про инсека. Чел, который на магах играет, нормальный. А вот инсек ненормальный. Какой же щит 5-го тира не имбовый? Вообще ни грамму. Но я возьму двухстороннюю монету. Кстати, квапа. Здорово. Берем. Я возьму двухстороннюю монету, потому что я могу себе хпшку восстановить. С этой монетки. Четко? Я думаю, да. Надо, чтобы маг вылетел. Мне нужны предметы. Пока не буду спешить, но мне предметы нужны. Мне вообще предмет 4-го тира нужен, и есть предмет 5-го тира нужен. Я, кстати, двойные клыки, если что, решил оставить в легионке, чтобы намного быстрее дубликаты эти хавать, которые он там суммонит со своих инсеков. Под БФом, под всем я должен вообще на изи хавать. А он инвокера поставил, кстати. Додумался. Хотя знаете, как они могут меня спокойно законтрить? Просто если найдут очищающую сферу. МКБ не хватает, прикиньте. Этот дебаф на миссы, это просто жестко. Чисто из-за миссов так. Все туго. Надо искать МКБ, чтобы меня не душили. МКБ. Четко. А вот теперь поиграем. А вот теперь поиграем, малышки. Вы думаете, это я заперт с вами? Да ничего подобного. Это вы заперты со мной. Кто напишет, откуда эта фраза? А? Инсек, конечно, огромный. Плохо, что у него инвокер есть. Это плохо тем, что он будет этого инвокера с помощью чина воскресать. Оживлять. Ну ладно. 42 раунда катка. И мы втроем еще до сих пор. Прикиньте, у всех почти одинаковое количество хп. Темпларка в 3 звезды, здорово. Смотри, смотри. Эть. Два инвокера, это 3 инвокера, это плохо. Нет. Вот то, о чем я говорил. Санстрайк это полная задница будет. Надо бессмертие находить. Я думаю, бессмертие мне 100% поможет. У него еще миллиард яиц есть, охренеть. Я, кстати, под темпларку поставлю сейчас легионку. Чтобы как можно быстрее забрать эту темпларку. И потом переключиться на Чена. У него, кстати, предметы тоже шикарные. У него кираса есть. Она, конечно, на меня не работает, но она дает броню. У меня сейчас же легионка бьет физическим уроном. Поэтому нормально он там придумал. Так, маг здорово. Ну, мага я вообще не боюсь. Маг для меня это так. Булочка, которую скушать надо. Бем.
такая у нас легендарная баталия. 530. Мало урона у легионки. Инсект так мало ему наносит, этому магу. Я думал, он будет намного больше наносить, но по итогу он маловато наносит ему урона. Мага будем собирать. Пусть будет. На сдачу соберем антимага в 3 звезды. Можно еще и обезьяну собрать, в принципе. Маг там сидит. Я бы на самом деле на месте мага бы взял бы, перестроился в какой-то другой-то билд. Потому что против инсеков маги не работают особо. Я бы, не знаю, там убийц поставил, троллей бы поставил. Было бы намного же профитнее. Ну ладно. Играет как играет. Хозяин барин. Как же больно отражается урон от Санстрайка. Ой, отражается. Принимается. Знаете, в чем еще минус Санстрайка? Минус в том, что когда я отхожу от той точки, куда должен прилететь Санстрайк, Санстрайка там урон не нанесет вообще. Что у нас здесь с ним заруба? Горный вождь. Вместо Дума. Ну, такое себе вместо Дума ставить. Не, надо, придется отказаться. Опять пришел. Он прям, знаете, так и манит. Купи меня, купи меня. Купи. Я тебе игру вытяну, отвечаю. Но мы не верим. Но с 4-го тира, по сути, мне больше предметы не нужны. Не знаю, что может быть полезного мне еще. Ну, может, какой-то арчит неплохо зайдет. Еще у меня один лишний слот на легионке. Это это шар бездны, который нужно было бы скипнуть. Башер. Волшебное зеркало. А давайте попробуем, я возьму волшебное зеркало. Мне вот очень интересно. Будет ли урон в волшебном зеркале с пассивки или не будет? Если не будет, то это полная дичь будет. А если будет? О, это будет красиво. Это будет хорошо. Мне, кстати, там в комментариях писали, типа, Саня, реализуй обезьяну с волшебным зеркалом и плюс в 3 звезды его собрать. Я обязательно это сделаю, ребятки. Покажу вам, что это будет происходить. Антимага, я думаю, нет смысла показывать через волшебное зеркало. Тут как бы и так понятно все. Антимаг это будет тоже имба. Но я именно хочу обезьяну показать. Там на обезьяне будет лютая дичь твориться. Ну, допустим, в зеркале нету урона с пассивки, но зато есть щит 5-го тира. Он работает, кстати, если что, на иллюзиях. Ну, это хрень, как по мне. Надо скипать волшебное зеркало, искать что-то пополезнее. Не, ну было бы слишком имбово, наверное, если бы... Если бы в иллюзиях была пассивочка. Урон с пассивочки. Я сейчас взял, если что, молнии, потому что мне нужна скорость атаки. Плюс, когда меня будут бить, молнии будут прокать. Тоже это дополнительный урон. На самом деле такой абсурд. У него темпларка в 3 звезды с хорошими предметами. Но она не может меня пробить. Потому что у меня тоже как бы не пальцем деланная легионочка.
47 раундов. Интересно, сколько мы будем играть? 100 раундов? Там, кстати, в телеграм-канале, в чате скидывали. 95 раундов типы играли. 95 раундов, прикиньте. Я когда увидел количество раундов, у меня чуть челюсть не отвисла. 95. Охренеть? Охренеть. Не, если я не найду там очищающую сферу, то мне торба. Я ничего не смогу сделать. Особенно если это найдет инсект, то он меня просто сгрызет за 3 секунды. Я из контроля тупо не выйду и все. 2 МКБ в темплараке. Считаю это профитно. Маг там каким-то образом выиграл инсектоида. Что? Что за бред? Need reinforcement? А как так? 32 брони. С щита 2-го тира. Поставлю легионку в середину. Дюка, кстати, тоже надо собрать. Чтобы он миссы накладывал вроде. Не, на самом деле, ну, откровенно говоря, инсект тупит жестко. Хоть он и так, типа, суммонит инвокеров 3 звезды с помощью чена, но все равно он тупит очень жестко. Он мог бы сделать так, чтобы у него изначально... Нет, 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 нет! Как же мне сейчас повезло, как же это было на тоненького. Вы просто посмотрите, какое количество хп у меня остается от санстрайков. Жесть. Where are we going? I'm a magic user, not a magic fountain. Не, санстрайки это страшная тема. хп у инсека. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Да, вот это, конечно, мы хорошо зарубились. Устроили мясо. 655 урона пассивки у легионки. Ну, маловато урона с пассивки. Можно было бы и больше сделать. Но все равно тоже хорошо. Встроенная рапира, по сути. Так что, в принципе, я рад. Самое главное, чтобы сейчас санстрайки не летели. Это самое главное. Дум 3-звездочный. Да, поможет, ребят. Поможет. Гаси, 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 гаси их. Этих инвокеров. Все, иди сюда, темпларочка. Бэмс. Щит 5-го тира не имба. Опа, маг вылетел, отлично. Отлично. Так, что там у нас? Щит 5-го тира, хекс. Можно, в принципе, еще один щит 5-го тира взять. Но, если честно, хочется найти бессмертие, либо же криты какие-то. Рандоме. Перчатка 5-го тира, спасибо. Я не буду перчатку 5-го тира, если что, закидывать в легионку, потому что легионка не будет хилиться. А раз не будет хилиться, она меня, ну, они меня сожрут. Ну ладно. Вообще щит 2-го тира реально выручает против инвокера, против других спамных чувачков, потому что они мне нормально так лицо бы отрывали. Просто с руки, такой толпой. А так как у меня брони до хренища, просто 74% поглощения урона физического от брони, то вообще пофиг плюс пофиг. Последний раунд на Рошане. Надеюсь, добью хотя бы. Добил. Ой. Дико извиняюсь, ребята. Спасибо, кто пожелал мне здоровья. Вот видите, чихнул. Против инсека играю.
Тема рабочая. Конечно, если бы я намного раньше чихнул, было бы лучше, но... Как есть уже. 705 урона с пассивки. Не, на самом деле, инсект мог намного жестче сыграть. Но он почему-то решил именно так сыграть. Ну, в принципе, флаг тебе в руки. Я, в принципе, рад, что инсект там не очень умный. Да, в принципе, все, кто играет на инсеках, они не очень умные люди. Ну, как бы без обид, ребят. Но оно так и есть. Вынесу его, надеюсь. Чена, захавай. Ну, добеги. Хорош. Все, Чена захавал, сейчас жизнь заиграет иными красками. Еще и Дум прилетел в темпларку. Та ты вообще песня. На самом деле сейчас такая ситуация, если вдруг что-то не так пойдет, один раунд проигрываю и все. Он меня сносит. Ну просто может такое произойти, что там он вдруг наспамит миллиард инвокеров, эти инвокеры скинутся с инстрайком в легионку, а так как у меня бессмертия нету, и перекрафтить бессмертие найти тоже не могу, то сейчас все решится от рандома. Не дай бог что-то пойдет не так, он меня сносит. Ладно, обезьяну не буду собирать. Квапу можно в 3 звезды собрать, а обезьяну не очень. Инвокер, ой, инвокер. Антимага надо еще в 3 звезды собрать. Чисто на сдачу. Блин, Дум сдох. Обидно. Я хотел, чтобы Дум снова в темпларочку закинул. Сюрпрайзик. Блин, Чен живой, это плохо. Ой, хорошо. Темпларку сожрал, от синстрайка уклонился. Такая волнительная чистая игра. Так, яичко есть, хорошо. Еще яичко сюда. 2 антимагов. Ну ладно, 2 квапу. Ладно, сделаем так. Я думаю, тоже нормально, что я сейчас так сделал. Давай, решающая битва. Или не решающая битва. Антимагов 3 звезды присумонил. Мне, в принципе, пофиг. Гаси, 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 гаси. Хорош. Хорош. Давай, 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 легионочка родненькая. Давай, 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 давай. Чен, конечно, всех моих героев пересумонил. Сдавайся. Ну заплачь. Ну заплачь, давай. Такая, конечно, игра. Да нет, Айдуху там опасно оставлять. Не знаю, как-то так сделаю сейчас расстановку. Может, так профитнее будет. Дум полетел в темпларку, хорошо. Станчик от Тайдухи, хорошо. Я думаю, он там сидит просто в шоке и потом обливается. Ты должен страдать. Ты будешь страдать. Не, на самом деле, если бы он нашел очищающую сферу, я бы сдох. Ну, и если бы он инвокеров сделал, как обычно делают инсектоиды, то я бы уже сдох. Ты глянь. 1 хп. Решающая битва. И яйцо чисто так. На. С барского плеча. «55 раундов. Боже, что за дичь. А перековать-то не могу. Я был бы намного увереннее, если бы у меня было бессмертие. Ничего нет, того нет. Я думал, он ливнул. Но он не ливнул. Падла. Я хотел бы, чтобы он ливнул.
Давай, решающая баталия. Вынес или не вынес его? Не хочу себе спойлерить. На мужика деремся. Дум в темпларку прилетел. Жить, 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 жить. Инвокер там с умой. Инвокер сдох, отлично. Все. Все. Просто страдай, падла, страдай. Фу. Фу. Как хорошо, что это именно такой инсекто, это не какой-то другой. Другой бы инсект бы сразу себе инвокеров бы поставил, через камень Киры бы сделал, нашел бы очищающую сферу и просто бы аннигилировал бы меня. Но я очень рад, что именно этот инсект ко мне пришел. Очень рад. Просто наказан. А он даже, понимаете, и не ролил себе очищающую сферу, даже не пытался. Он надел себе темпларку, поставил инвокера и просто через чена сидел. Но с такой же логикой он мог бы вообще, не знаю, там поставить себе богов условно, чтобы у него чен тупо нереально спамил. Но по итогу он инсеками остался. Ну просто гений. Гений. Ну и слава богу, что именно такой гений против меня был. И 55 раундов. Боже, что происходило? Не, после такой каточки нужен реально перерывчик просто. Не буду больше пытаться что-нибудь еще снимать. Достаточно этой игры. Я омываю руки, ребят. Показал вам щит 2-го тира во всей красе. Щит 5-го тира тоже показал во всей красе, как он работал. Поэтому, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.